У меня есть парочка задумок для следующей игры. Я могу воспользоваться глубоким анализом и выбрать игру сам, но я хочу оставить выбор вам. За каким проектом вам было бы интересно наблюдать? А потом, возможно, и поиграть. Первый вариант самый простой. Это ужастик от первого лица, с минимальным сюжетом. В небольшой локации нужно найти один из способов выбраться, пока за вами гоняется какая-то угроза. Что-то типа Сайко но Сутока. Тут нет каких-то сложных задач, самое сложное, что тут есть, это интеллект врага. Второй вариант чуть-чуть посложнее. Ужастик от первого или третьего лица. Будут однотипные локации, простые загадки, и за героем будет гоняться какая-то угроза. Что-то типа дистоназии. Тут тоже нет каких-то сложных задач. Самое сложное, что тут есть, это интеллект врагов и создание ассетов. Третий вариант средний по сложности. Выживалка от третьего лица. Мы играем за девушку-робота, которая пробуждается на огромной платформе. В середине платформы есть генератор, а вся локация темная. Чтобы двигаться вперед, нужно тянуть энергоузлы и защищать их с помощью турелей и стен. Еще надо находить всякие залежи и налаживать производство. Тут уже есть интересная задача – это макроэкономика. Четвертый вариант посложнее. Симулятор гильдии авантюристов. Опять что-то анимешное. Игра от первого лица. То есть у нас есть некая новая гильдия, есть желающие вступить в нее, и в игре мы занимаемся бюрократией. Оформляем документы, решаем, кому какой заказ выдать, и все в таком роде. Авантюристы будут прокачиваться, гильдия будет прокачиваться, и все счастливы. Пятый вариант еще сложнее. Сюжетное фэнтези-приключение. Похоже на Vampire-like, только без рандома и с сохранением прогресса. Из интересных задач это статусы, взаимодействие с окружением, например, чтобы снег таял при огненной атаке, и система прокачки. Шестой вариант очень сложный. Фэнтези-рогалик про подземелье. Мы формируем отряд из 4 девушек и отправляем их в процедурное подземелье. Они сами ходят, бьются и утаются. Игроку же нужно правильно одеть и прокачать этих девушек. Следить за их диалогами, чтобы понимать, что они сейчас хотят сделать, и в случае чего остановить. Изучать характер и интересы девушек, чтобы можно было ими манипулировать. В общем, игрок это просто голос в голове, а игра по большей части АФК. Интересных задач тут куча. Это и процедурная генерация подземелья, и управление группой как единым целым, и прокачка, и много чего еще. Проект очень сложный и при этом геймплей слабый. Это худший вариант из всех.